На школу упала бомба. Доллар по 100 рублей. Неонацисты напали на юношу. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь. В Иркутской области застрелили женщину. По данным близкого к силовикам телеграм-канала «Шот», охотники перепутали ее со зверем. 31-летняя Ольга вышла покурить из машины по дороге из поселка Шумский в городе Нижнеудинск. Пуля попала ей в шею. Ольга скончалась на месте. По словам ее попутчика, из леса после убийства выехала машина УАЗ и скрылась. «Шот» пишет, что УАЗ задержали на въезде в Нижнеудинск. В ней был отец с сыном, 48-летний Павел и 27-летний Никита, а также их 42-летний друг. Мужчины занимались незаконной охотой, их задержали. Это второй подобный случай в Иркутской области. В начале недели на охоте застрелили мужчину-загонщика зверей, также перепутав его с животным. В убийстве подозревают начальника местного уголовного розыска. В Забайкалье КАМАЗ провалился под лед, погиб водитель. Его тело нашли накануне. Об этом пишет близкий к силовикам телеграм-канал «База». КАМАЗ ехал через реку Куанда в Магачинском районе. По данным МЧС, эту часть реки была не оборудована для хода транспорта. Лед треснул под весом машины. Неонацисты выстрелили в лицо из ракетницы 16-летнему антифашисту в Костроме. Пострадавший ослеп на один глаз. Об этом сообщают проект «Антифа.ру» и региональное отделение КПРФ. По их данным, на группу антифашистов напали после разговора о политических взглядах на остановке в центре города. Нападавшего арестовали накануне, а сам конфликт произошел еще 16 ноября. По данным СК, нападавший тоже несовершеннолетний, ему 17. У пострадавшего рваная рана и контузия глаза. Отделение КПРФ пишет, что сейчас речь идет не о сохранении зрения, а о сохранении глаза в принципе. Стоимость $1 превысила 100 рублей по официальному курсу Центробанка России. Это случилось впервые более чем за год, с 10 октября 2023. Курс евро на сегодня 105 рублей 73 копейки. В конце прошлой недели доллар достиг отметки 100 рублей на международном рынке Форекс. Центробанк тогда установил его стоимость около 99 рублей. Экс-чиновника, воевавшего в батальоне «Ахмат», подозревают во взятке на 37 миллионов рублей. У него сегодня прошли обыски, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК по Республике Карелия. Владимир Любарский, бывший мэр Петрозаводска. В июне 23-го он ушел на войну с мэрской должности, подписав 4-месячный контракт с батальоном «Ахмат». За месяц до этого по делу о взятке сотруднику ФСБ задержали его, по его же словам, друга, депутата Карелии Виталия Красулина. Любарский ранее у него работал. Красулина издание «Север Реалии» называет одним из богатейших депутатов региона. В ноябре 23-го Любарского ранили, и после госпиталя он вернулся в Карелию. Экс-мэр награжден орденом «Ахмат спецназ» и медалью Суворова. И еще несколько слов об Ахмате. Командир чеченского спецназа Ахмат Апти Алаудинов призвал русских братьев, это цитата, «рожать». Мы договорились, что демографическая ситуация в стране, она реально требует того, чтобы наши русские братья рожали. Минимум детей должно быть 5, и вот почему. Надо, чтобы в каждой семье у нас было по 5 детей, это минимум. Только в этом случае это называется семья. То есть 5 детей, я, и 2 я, это отец-мать. Ну а мы призываем вас поставить лайк. Благодаря вашей активности, вашим комментариям, подпискам вы помогаете нам распространять этот контент. Спасибо за ваш вклад в честную журналистику. Ну а мы продолжаем. 2 жителя Дагестана утверждают, что им поручили распространять слухи о покушении на Рамзана Кадырова. Заказчиком слухов они назвали экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева. Их обращение опубликовало госагентство РИА Новости. Мага, слышишь ты? Ты обещал нашему брату по $2,5 миллиона каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана. Оговаривать Сулеймана. Мы вот из-за тебя жизнью рисковали. Ты нас вел в блудняк. Вот ты выключил телефон. Где ты? Мужчины требуют от Гаджиева признаться, что никакого покушения на самом деле не планировалось. Ранее Рамзан Кадыров обвинил нескольких депутатов Госдумы в причастности к организации покушения на него. Он объявил кровную месть депутату от Дагестана Ризвану Курбанову, депутату от Ингушетии Бекхану Барахоеву и сенатору от Дагестана Сулейману Керимову. Курбанов и Барахоев поклялись, что к этому не причастны.
Главы приграничных районов Курской области, которых отправил в отставку губернатор, продолжают работать. Руководитель Суджанского района Александр Богачев отозвал свое заявление, пишут телеграм-каналы МЭШ и ВЧК УГПУ. Он продолжает проводить совещания, как и глава Кореневского района Марина Дегтярева. Ее губернатор обвинил в плохой организации эвакуации жителей. Поводом для отставок стали стихийные сходы курян в центре Курска с требованием помочь им с жильем и признать, что идет война. Российские военные уронили 250-килограммовую бомбу на здание школы в Белгородской области. Об этом пишет местный телеграм-канал «Пепел Белгород» и издание «Астра» со ссылками на местных жителей. Речь идет о школе в селе Быковки Яковлевского округа. Бомба упала в ночь на 19 ноября. Власти утверждают, что пострадавших нет. Издание «Астра» ранее сообщало, что всего вооруженные силы потеряли около 150 боеприпасов над территорией России или оккупированными украинскими областями. Также глава региона Вячеслав Гладков сегодня заявил, что в результате атак ВСУ в области разрушено 38 тысяч домов и квартир. По его словам, восстановлено 32 тысячи объектов, еще 6 тысяч в работе. Рекордно выросли закупки российских регионов реагентов для установления личности неопознанных тел. Их могут использовать для опознания погибших на войне. Об этом сообщает издание «Верстка». Журналисты пишут, что в этом году на них потратят рекордных 183 миллиона рублей. В 2 раза выше, чем годом ранее. 2022 сумма растет ежегодно. Больше всего их закупает Московская и Курская области. В Киеве из-за опасности мощного обстрела временно закрыли посольства Греции, Испании и Италии. Ранее утром о таком решении сообщило представительство США. На сайте последнего говорилось о приостановке работы 20 ноября из-за, цитата, «конкретной информации о потенциальном массированном ударе». Днем в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Тем временем СМИ сообщают, что США сняли свои возражения против применения ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом, в частности, пишет Times со ссылкой на источники. По информации газеты, разрешение якобы было получено во время прилета британского премьера Кира Стармера на саммит Большой Двадцатки, но его не афишировали. Несколько дней назад о таком разрешении писало издание «Ля Фигаро», но затем удалило эту информацию. Кремль сообщает о встречах Путина с большими задержками. На это обратила внимание журналистка Фарида Рустамова. По ее данным, временной разрыв составляет до 2 месяцев. После Валдайского форума 7 ноября Кремль пишет только об уже прошедших встречах. Сам Путин с того времени тоже не появлялся на публике. В Москве прошли похороны актрисы Светланы Светличной. Прощание состоялось в Доме кино. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище. С августа этого года актриса находилась на паллиативном уходе в связи с тяжелым заболеванием почек и сердца. Самая известная роль Светличной – обольстительница Анна Сергеевна в фильме «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Всего же в ее фильмографии более 40 картин. Среди них «Место встречи изменить нельзя», «17 мгновений весны», «Мне 20 лет». Артистка скончалась 16 ноября. Ей было 84 года. Что ж, друзья, у нас на этом все. Не уходите от нас без лайка, комментария и подписки. Смотрите и другие видео на нашем канале. С вами был Тенгиз Адамия. Пока-пока. Берегите себя.